Мощные взрывы на заводе боеприпасов в Болгарии. Он принадлежит компании, производящей снаряды для Украины, а владельцы россияне пытались дважды отравить новичком. Молдова отзывает посла из России после падения дрона. Атака на один из крупнейших НПЗ в мире. Украинские дроны долетели до Тюменской области. У Мачтаба Хаменеи новый главный визирь Махсен Ризай. Ксир взял власть в свои руки. Иранская ловушка для Трампа. Как президент США будет выходить из войны без краха репутации? У Британии свой Трамп. Найджел Фарадж обещает выслать всех нарушивших закон мигрантов. Европа пересохла, по дну Дуная можно ходить пешком. Китай заливает. Тайфун Дельфин угрожает даже Пекину. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В Болгарии прогремела серия взрывов на заводе боеприпасов МКО возле села Белица. По предварительным данным, загорелась автоцистерна, огонь перекинулся на склады и вызвал детонацию. Все началось примерно в половине 11 утра. Жители ближайших населенных пунктов услышали взрывы, после чего была активирована система оповещения. Эвакуированы около 300 работников, погибших и пострадавших нет. Жителям рекомендовали закрыть окна и не выходить из домов. Экологические службы проверяют качество воздуха. Один из складов, где находились боеприпасы, буквально выгорел дотла. Предприятие производит и модернизирует артиллерийские и танковые боеприпасы калибров от 100 до 152 мм. МКО выпускает значительную часть болгарских снарядов советских калибров, поставлявшихся Украине. Однако подтверждений, что именно взорвавшиеся боеприпасы предназначались Киеву, пока нет. Согласно имеющейся у меня предварительной информации, пожар начался в транспортном средстве. Но подчеркиваю, это лишь самые первые данные. Мы поддерживаем готовность и при необходимости направим как специалистов по работе со взрывчатыми веществами, так и вертолет для тушения пожара. На данный момент сведений о пострадавших нет. Мы продолжаем эвакуацию жителей ближайших населенных пунктов. Организована работа по сдерживанию пожара. Горит один из производственных корпусов, одно из зданий на территории предприятия. Мы делаем все возможное, чтобы локализовать огонь в пределах этого здания. Однако необходимо учитывать, что горят взрывчатые материалы. Поэтому мы обязаны принимать меры для защиты жизни и здоровья людей, в том числе самих пожарных. Компания МКО также распространила заявление. Там подтвердили отсутствие погибших. Версии о причинах возгорания пока нет, однако в компании исключают человеческую ошибку. В заявлении также напомнили о подобных происшествиях на предприятиях компании в 2011, 2022 и 2023 годах. Проведенные расследования тогда не установили ни причины, ни виновных. Компания МКО принадлежит болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву. В 2015 году его пытались отравить. По данным расследования, проведенного изданиями The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, Гебрева пытались отравить ядом «Новичок». А в операции были задействованы не менее 7 сотрудников российского ГРУ, в том числе один из сотрудников, участвовавших в попытке отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании. Молдова отозвала своего посла в Москве после падения российского ударного беспилотника. Обломки аппарата обнаружили возле села Кракмаз Штефанводского района, недалеко от границы с Украиной. По данным полиции, беспилотник врезался в дерево и взорвался на высоте около 2,5 метров. Фрагменты разлетелись по большой территории, повреждены несколько хозяйств. Люди не пострадали. Предварительная экспертиза показала, найденные детали похожи на компоненты управляемой ракеты. МИД Молдовы возложил ответственность за инцидент на Россию и назвал произошедшее серьезным нарушением суверенитета страны, создавшим угрозу для мирных жителей. Я не буду сейчас выдвигать гипотезы о том, что произошло, потому что все понимаем, что произошло. Война напрямую ощущается и у нас, и я хочу, чтобы она закончилась как можно скорее. Мы должны быть очень жесткими во всем, что касается нашего воздушного пространства. К сожалению, тот факт, что мы находимся за пределами зоны войны, не означает, что война не доходит и до нас. Украинские беспилотники достигли Западной Сибири. Более чем в 2000 километров от границы Украины. Днем 10 августа несколько дронов упали на территории промышленного предприятия в Тюменской области и вызвали пожар. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Губернатор Александр Мойер не назвал пораженный объект. Однако мониторинговые каналы после изучения видеозаписей сообщают об ударе по центральной газофракционирующей установке комплекса Запсибнефтехим в Тобольске. Предприятие принадлежит Сибуру и считается одним из крупнейших нефтегазохимических комплексов мира. Оно ежегодно выпускает около 2,5 миллионов тонн полиэтилена и полипропилена, почти половину российских полимеров. Это уже вторая сверхдальняя атака за день. Утром дроны атаковали Нижнекамск в Татарстане.
Иран сменил руководителя главного органа, координирующего вопросы безопасности, обороны и внешней политики. Новым секретарем Высшего совета национальной безопасности назначен бывший командующий корпусом стражей Исламской революции Мохсен Резаи. Ему 71 год. Генерал возглавлял КСИР с 81 по 97 год. Затем более 20 лет работал в Совете по определению политической целесообразности, а при президенте Ибрагиме Раиси занимал пост вице-президента по экономическим вопросам. Резаи сменил Мохаммада Багира Золькадра, назначенного лишь в марте после ликвидации Али Лариджани. Причина отставки официально не названа. Одновременно верховный лидер Ирана Муджтаба Хаминеи назначил Резаи своим представителем в Совете. Золькадр стал политическим советником Хаминеи. Перестановка усиливает влияние одного из наиболее известных сторонников жесткой линии внутри иранского руководства. Иран заявил, что не опасается нового военного союза Саудовской Аравии, Турции и Пакистана. Представитель МИД Исмаил Багаи назвал Мекканское соглашение о совместной обороне признаком того, что страны региона больше не хотят покупать безопасность у лживых посредников и намерены опираться на собственные силы. Договор предусматривает совместный ответ на нападение на любого участника. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заверил, союз не направлен против Ирана. Масштаб и форму помощи страны будут определять отдельно, после консультаций в случае конкретной атаки. Учитывая события последних 2-3 лет, страны региона осознали, что безопасность — это не товар, который можно приобрести у нечестных посредников, торгующих безопасностью. Безопасность в регионе, безусловно, неделима. Любой план, который учитывает геополитические и исторические реалии региона, носит всеобъемлющий и инклюзивный характер, а также правильно определяет врага и источник угрозы, способен содействовать укреплению безопасности и предотвращать дестабилизацию и злоупотребление со стороны сионистского врага и его союзников в нашем регионе. Инвесторы пока не верят, что новый виток конфликта на Ближнем Востоке обрушит мировую экономику. Главный биржевой индекс Германии DAX, отражающий стоимость крупнейших компаний страны, в понедельник вырос на 0,2% до 26 360 пунктов. Цены на нефть также почти не изменились. Главный риск – закрытый Ираном Ормузский пролив, через который до войны проходила примерно 1/5 часть мировой торговли нефтью и сжиженным газом. Тегеран требует от Вашингтона дополнительных уступок, однако прямых переговоров нет. Стороны обмениваются сообщениями через посредников. Новую торговую неделю мы начинаем с небольшого роста. Индекс DAX открылся в плюсе. В пятницу данные по занятости в США подтолкнули его к рекордной отметке – 26 445 пунктов. Слабая статистика рынка труда ослабила опасения по поводу повышения процентной ставки Федеральной резервной системы США в сентябре. Это придало DAX положительный импульс, который сохраняется и сегодня утром. Рынки по-прежнему внимательно следят за Ближним Востоком. Цены на нефть остаются одним из главных факторов. С одной стороны, из-за опасений за экономический рост, с другой — из-за угрозы ускорения инфляции. Сегодня утром нефть немного дорожает, однако рынки реагируют довольно спокойно. Они продолжают ждать дальнейшего развития событий и появления более масштабного решения. Пока ничего существенного не происходит, инвесторы сохраняют спокойствие и продолжают наблюдать за Ближним Востоком. Дональд Трамп оказался в наиболее уязвимом для любого американского президента положении со времен президента Джимми Картера. И виной тому, как и 47 лет назад, стал Иран. Таков главный вывод политического анализа CNN. Тогда Тегеран удерживал 52 американских заложников. Теперь заложником фактически стал Ормузский пролив, вместе с мировыми поставками нефти, ценами на американских заправках и политическим будущим президента США. Захват посольства иранскими исламистами в Тегеране продолжался 444 дня и стал символом бессилия администрации Картера перед выборами 80-го года. Через 46 лет Иран снова получил возможность дозировать давление на Белый дом в момент перед решающими выборами. Неделю назад команда Трампа обещала скорое открытие Ормузского пролива. Теперь условия выставляет Тегеран: прекратить морскую блокаду, вывести американские войска из региона, снять санкции и компенсировать ущерб от войны. Принять это Трамп не может. Возобновить массированные удары тоже. Война непопулярна, а новое обострение еще сильнее поднимет цены. Средняя стоимость бензина в США уже превысила $4 за галлон. Президент рассчитывает, что американская экономика выдержит противостояние дольше иранской. Но политический календарь работает против Вашингтона. Иранское руководство способно месяцами перекладывать потери на население. У Трампа до промежуточных выборов остаются считанные месяцы. Одновременно ухудшается внутренняя экономика. В июле страна потеряла 23 тысячи рабочих мест. Белый дом уверяет, что экономика действительно процветает,
Однако избиратели видят дорогие продукты, жилье, медицину и топливо. Республиканцы теряют традиционное преимущество не только в экономике, но и в вопросах национальной безопасности. Положение Трампа осложняет и смена его политической роли. В 2016 и 2024 году он побеждал как противник системы. Теперь системой стал он сам и вынужден защищать собственную войну, собственную экономику и собственные решения. В 2018 и 2020 годах такая позиция уже приносила ему поражение. На этом фоне президент публикует фотографии с гольфистами, проект нового поля для гольфа, позолоченные памятники и планы перестройки Белого дома. CNN видит в этом образ оторванного от повседневных проблем главы государства, больше занятого физическими символами своего наследия, чем выходом из кризиса. Спасти Трампа могут сами демократы. Победы прогрессистов и демократических социалистов позволяют ему снова изображать себя защитником страны от левого радикализма и возвращать умеренных избирателей пригородов. Но пока выбор Трампа выглядит так. Уступить Ирану, возобновить непопулярную войну или ждать, кто сломается первым. Тегеран, американская экономика или избиратели. Южная Корея и Соединенные Штаты проведут крупнейшие ежегодные учения по отражению нападения КНДР. Маневры Ulchi Freedom Shield пройдут с 17 по 27 августа. В них примут участие около 18 тысяч южнокорейских военнослужащих и американские подразделения. Военные отработают защиту от атак беспилотников, подавление спутниковой навигации и кибератак. Учения объединят действия армии двух стран с проверкой готовности правительства Южной Кореи к чрезвычайной ситуации и работе государственных служб в условиях войны. Сценарий учитывает изменения характера современных конфликтов. Массовое применение беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы и кибероружия. Сеул и Вашингтон называют маневры оборонительными. Пхеньян традиционно считает их репетицией вторжения и поводом для собственных ракетных испытаний. На прошлой неделе КНДР после более чем 40-дневного перерыва запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря. Южная Корея и Соединенные Штаты проведут учение Ulchi Freedom Shield с 17 по 27 августа. Характер боевых действий меняется, поэтому в сценарии учений планируется учесть применение беспилотников, подавление сигнала GPS и кибератаки. В учениях также примут участие космические силы США в Корее, которым отводится важная роль в действиях американского контингента. Северокорейские военнослужащие участвовали в войне против Украины. Полученный там боевой опыт они привезли обратно в Северную Корею. Это меняет возможности КНДР, и при организации нашей подготовки мы учитываем возникшую угрозу. Тайвань сегодня впервые искусственно замедлил мобильный интернет во время ежегодных учений по отражению китайского вторжения. Ограничения ввели на 30 минут в значительной части центрального района острова, включая Тайчжун. Военные и гражданские службы проверяли действия при уничтожении узлов связи в результате ракетного удара, диверсии или стихийного бедствия. Одновременно включили воздушную тревогу. Улицы опустели, магазины закрыли защитные ставни, пассажиров вывели с автостанций, жителей направили в подземные парковки и другие укрытия. Работали только базовые функции мобильной сети. Стационарный интернет, телефоны, банкоматы, светофоры и экстренные вызовы не отключались. Аналогичная проверка пройдет на севере острова, включая Тайбэй. Армия тем временем отрабатывала защиту порта Суао на восточном побережье. По легенде, китайский десант должен был высадиться в устье реки Ланьян, захватить порт и превратить его в пункт выгрузки техники. Для блокирования дорог из соседнего уезда Хуалянь ночью перебросили второй общевойсковой батальон, колонну американских танков М-60А3, бронемашин и подразделения обеспечения. К рассвету войска заняли позиции в уезде Илань. По сценарию учений силы противника высаживаются в устье реки Ланьян, чтобы захватить порт Суао, превратить его в центр управления, наладить выгрузку техники и использовать как стратегический узел распределения ресурсов. Наша задача — удержать порт и перекрыть дороги до того, как противник сможет продвинуться дальше. Эти учения позволяют отработать действия всего подразделения и реакцию командиров на непредвиденные обстоятельства. Хотя у нас все спланировано и у каждого командира есть собственный план действий, противник может действовать не так, как мы предполагаем. Одновременно Тайвань создает массовые флотилии воздушных и морских беспилотников. Изучив украинский опыт, военные рассчитывают обнаруживать китайские корабли еще при выходе из портов, атаковать десант на переходе через пролив и сорвать высадку до подхода основных сил. К 2030 году тайваньская промышленность должна увеличить выпуск с 15 до 100 тысяч дронов в месяц. Около половины пойдет на для экспорт. Армия планирует приобрести более 210 тысяч воздушных аппаратов и безэкипажных катеров. Их задача — превратить Тайваньский пролив в непрерывную зону поражения и выиграть время до прибытия внешней помощи. Лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж обещает вывести из британских тюрем всех иностранных заключенных. Их будут отправлять на родину, а если страна происхождения откажется принимать своего гражданина, в Косово или Сальвадор.
Возвращение в Великобританию запретят пожизненно. Фарадж также предлагает построить 12 тысяч временных тюрем-скворечников по образцу быстро возводимых больниц времен пандемии. Начнем с более чем 10 тысяч иностранных граждан, отбывающих наказание в британских тюрьмах. Их число постоянно растет. Расходы на их содержание сейчас на 50% выше, чем еще в 2019 году. Решение довольно простое. Мы возвращаем этих людей в страны происхождения. Для этого достаточно, например, позвонить премьер-министру Албании Эди Раме. Если какая-либо страна откажется принимать своих граждан, мы будем отправлять осужденных иностранцев в третьи страны. Одним из подходящих примеров может быть Косово, услугами которого уже пользуется Швеция. Мы также организуем поездку в Сальвадор. И, кстати, не все местные тюрьмы выглядят как клетки, которые показывают по телевидению. Ли Андерсон и бывшая начальница тюрьмы Ванесса Фрейк вскоре посетят Сальвадор. Содержание иностранного преступника там обойдется вдвое дешевле, чем в нашей стране, и позволит освободить места в британских тюрьмах. Мы предлагаем концепцию временных тюрем Найтингейл. Во время пандемии мы создавали временные больницы Найтингейл. Мы уверены, что в первые 18 месяцев работы правительства нашей партии сможем таким же образом оборудовать 12 тысяч мест для заключенных. Заявление Фараджа прозвучало за 3 дня до внеочередных выборов в Клактоне. Фарадж сам сложил депутатские полномочия на фоне расследования о незадекларированном подарке стоимостью 5 миллионов фунтов. Основные партии выборы бойкотируют. Среди рекордных 34 кандидатов его главный соперник – сатирический мистер Мусорник, граф Бинфейс. Опрос в округе дает Фараджу 73%, Бинфейсу – 20%. Дунай обмелел до исторического минимума. Близ сербского Бездана уровень воды опустился на 20 сантиметров ниже рекорда 1909 года. Причина – жара, которая держится уже несколько недель, и почти полное отсутствие дождей в Центральной Европе. Судоходство уже осуществляется в чрезвычайном режиме. Баржи загружают лишь на 30-40%, чтобы они не сели на мель. В июле Сербия получила по Дунаю только четверть запланированного объема топлива. Власти открывают единственный нефтеперерабатывающий завод страны для других поставщиков, но пока не используют стратегические резервы. Крупнейшая сербская ГЭС Джердап-1, которая обычно обеспечивает примерно 20% энергогенерации в стране, сократила выработку электроэнергии примерно в 3 раза. Из-за засухи невозможно также нормально охлаждать котлы теплоэлектростанций. При этом потребление электричества из-за включенных кондиционеров сравнимо с самыми холодными зимними месяцами. В Венгрии из-за пересыхающего Дуная едва не остановилась АЭС Пакш, которая производит почти половину электричества страны. Мощность станции снизилась примерно до 10% от установленной. Из 8 турбин работала только одна. После подъема воды на 19 сантиметров власти начали запуск второго турбогенератора, но предупреждают, улучшение может оказаться временным. А эти кадры из Будапешта показывают масштаб перемен. Там, где во время наводнения 2024 года вода заливала набережные, теперь обнажились опоры мостов и огромные песчаные отмели. Сильных дождей в ближайшие недели синоптики не ожидают. Крупнейший производитель риса в Европе теряет урожай из-за рекордного обмеления реки По. На ферме Кашина Ринальдо в Ломбардии за зелеными рисовыми полями коричневая полоса. Растения несколько недель не получали воды, перестали расти и уже не дадут урожай. Владелец хозяйства Джузеппе Тальябуэ решил пожертвовать частью посевов, чтобы спасти остальные. Но даже если сохранившиеся поля дадут обычный урожай, затраты на погибшие посевы фермер уже не вернет. Из-за острейшего дефицита воды нам пришлось принять довольно жесткие решения. Я решил сосредоточиться на отдельных сортах и полях и продолжать выращивать их как положено, полностью отказавшись от других. Одно из заброшенных полей — то, на котором мы сейчас находимся. На полях, которые я решил продолжать обрабатывать и поливать, пусть даже поочередно, я рассчитываю получить почти обычный урожай. На поле, где мы сейчас находимся, к сожалению, урожая практически не будет. Хотелось бы хотя бы возместить затраты, не более того. Я уверен, что возвращение к прежним методам принесет только пользу. Необходимо затапливать поля зимой и хотя бы часть рисовых чеков обрабатывать традиционным способом. Возможно, простите за некоторую резкость, следует также эффективнее распоряжаться водой. В Италии около 3500 рисовых ферм и кооперативов. Более 80% итальянского риса выращивают в северных провинциях Павия, Верчело и Навара, на воде из реки По, Альпийских озер и разветвленной системы каналов. Но в этом году река рекордно обмелела, как и озеро Маджоре. Фермеры говорят, что нынешний сезон оказался тяжелее катастрофической засухи 2022 года, когда производство риса в Италии сократилось более чем на треть.
С 2022 года объем воды в каналах постоянно менялся, но в этом году он оказался даже ниже уровня 2022 года. Для нас тот год был точкой отсчета. Тогда засуха погубила множество посевов. В этом году нам пришлось применить здесь, в обычно богатом водой районе, новый способ орошения — подавать воду на поля поочередно. Уровень нулевой температуры находится очень высоко в горах. К счастью, потому что из-за этого тают ледники, которые уже нельзя назвать вечными, и вода поступает на равнину. Разница между дневным и ночным расходом превышает 25 тысяч литров в секунду. 12 часов мы наблюдаем максимальный поток, следующие 12 часов — минимальный. Мы удерживаем лишь от 10 до 11% выпадающих осадков. Это очень мало. Возможность строительства водохранилищ в долине реки По, конечно, обсуждается, но для реализации таких проектов потребуется много времени. Тем временем специалисты Эстсезии совместно с Миланским политехническим университетом работают над масштабным проектом, который позволит сгладить резкие колебания стока. Планируется создать накопительный бассейн объемом около 2,5 миллионов кубометров. Он будет накапливать и сбрасывать воду, поддерживая постоянный поток ниже по течению. Провинция Павия может потерять более 100 миллионов евро. Засуха совпала с подорожанием производства, падением закупочных цен и конкуренцией дешевого риса из-за пределов Евросоюза. Чтобы исправить ситуацию, фермеры предлагают снова затапливать поля зимой, строить накопительные бассейны и сохранять воду непосредственно в почве под рисовыми чеками. Сменить культуру быстро невозможно. Хозяйства на протяжении столетий были полностью приспособлены именно к выращиванию риса. От техники до сушильных комплексов. Тайфун «Дельфин» затопил Шанхай и парализовал транспорт на востоке Китая. За сутки в центре города выпало 33 сантиметра осадков. Это максимальный показатель более чем за 1,5 века наблюдений. Вода заполнила улицы, дворы и жилые комплексы. В пригородных районах Цзядиня и Цинпу жителям приходится идти по колено в мутной воде. Остановлены паромы, закрыты отдельные станции и участки метро. В районе Цзиньшань разрешили прекратить работу предприятий, отменить занятия и все мероприятия на открытом воздухе. Из опасных районов Шанхая эвакуировали более 200 тысяч человек. 2 городских аэропорта закрыты, отменены 943 рейса, почти 40% расписания. Дождь шел почти всю ночь. Когда сегодня утром я встала, оказалось, что весь наш жилой комплекс затоплен. Вода стоит и на улице. Вот такая сейчас ситуация. Я живу в Шанхае 10 лет и впервые столкнулась с тем, что тайфун причинил нам столько неудобств и вызвал такое масштабное затопление. Подобного я еще не видела. Мне придется вызвать такси и ехать на работу. Я не обратил внимания на сообщение метрополитена и думал, что 3-я линия работает, раз 8-я действует в обычном режиме. Теперь другого выхода нет. Вызову такси и поеду в офис. И Шанхай, и Нанкин находятся довольно близко к провинции Чжэцзян, на которую обрушился тайфун. Поэтому его последствия в той или иной степени затронут и Суйчжоу. Но в целом, я не думаю, что это сильно помешает моей поездке. Тайфун «Дельфин» вышел на побережье провинции Чжэцзян вечером в воскресенье. В районе города Юйхуаня скорость устойчивого ветра достигала 151 км в час. Затем тайфун повторно пересек береговую линию возле Вэньчжоу. Порывами перевернуло грузовой автомобиль, повалены деревья и линии электропередачи. В одном только Вэньчжоу эвакуировали более 900 тысяч человек и открыли 1500 убежищ. Всего на востоке Китая перемещены в безопасные районы свыше 1 миллиона жителей. О погибших китайские власти пока не сообщали. До Китая тайфун «Дельфин» прошел около 6000 километров. Втрое больше обычного жизненного цикла тайфуна. На японской Окинаве пострадали 6 человек. Без электричества остались более 50 тысяч зданий. Над сушей тайфун ослаб до тропического шторма, но опасность не закончилась. В Пекине готовятся вводить режим противоповодковой защиты. Со вторника по четверг столице, Тяньсиню и провинции Хэбэй угрожают ливни, внезапные наводнения и оползни.